Привет, это подкастонация. Итоговый выпуск за прошедшую неделю. Сегодня подведем баланс, посмотрим на 6 обсуждаемых и резонансных новостей, разберем, почему они взволновали людей и как они влияют на глобальный контекст и на нас лично. И первая тема – это Лондон, массовые забастовки на Tube, метро, конец недели, РМТ. Что же случилось? С 5 по 11 сентября в метро Лондона, London Underground, проходили масштабные забастовки железнодорожников, которые привели к серьезным перебоям в транспортной системе, особенно 8 по 11 сентября. Профсоюз РМТ Rail Maritime and Transport Workers выступил с требованием улучшения условий труда, сокращения рабочих недель и пересмотра расписаний смен. Транспортная компания TfL предложила повышение зарплаты на 3,4%, но профсоюз настаивал на более радикальных изменениях. Почему это важно? Эта забастовка не просто локальный конфликт между рабочими и работодателями. Она показала, как внутренние вопросы труда могут превращаться в широкомасштабную социальную проблему, затрагивающую миллионы людей, туристов, обозревателей, экономику огромного мегаполиса. Кроме того, кризисы в транспорте быстро становятся политическими. Они усиливают публичные дебаты о справедливой оплате труда и нагрузках на инфраструктуру. Краткий вывод для зрителей и слушателей подкаста «Нации». Лондонский РМТ-страйк – пример того, как локальное событие может вывести на сцену вопросы социальной справедливости, ответственности властей и рабочих прав. Даже закрытие метро становится знаком, что темы труда и занятости могут стать центральными элементами глобальных дискуссий. Оставим транспорт, перейдем к геополитическим вестям и посмотрим, что происходит вокруг Индии и Непала. И следующая тема – это атаки на индийских паломников под Катманду и визит премьера Моди в Манипур. Что произошло? То, что туристический автобус с индийскими паломниками из Андхра-Прадеша подвергся нападению недалеко от Катманду, Непал. Автобус был ограблен, однако все пассажиры были позже эвакуированы и возвращены в Дели. Наряду с этим премьер-министр Индии Нарендра Моди готовится к визиту в штат Манипур, где он встретится с внутренне перемещенными лицами и затронет вопросы стабильности региона. Почему это важно? Этот инцидент вновь выносит на поверхность вопросы безопасности граждан Индии за рубежом, а также сложности, связанные с туризмом и геополитическими рисками. Еще важнее реакция государства. Визит Моди и усиленные меры безопасности показывают, как национальные лидеры реагируют на угрозы гражданам и как это влияет на международные отношения. Краткий вывод для зрителей и слушателей подкаста «Нация». Атака на паломников и официальная реакция – это сигнал, что даже в религиозных или туристических поездках имеются последствия для дипломатии, доверия к правительствам и восприятия национальной безопасности за рубежом. От Индии с ее сложностями к мировым культурным трендам и природным феноменам. Поговорим о Луне и ее значении. И снова в центре внимания лунное затмение Blood Moon 7-8 сентября 2025 года. С 7 по 8 сентября в ночь в эти даты состоялось полное лунное затмение, известное как Blood Moon – Красная Луна, полностью видимая в ряде регионов Азии, Африки и Австралии. Ее физические и астрономические особенности. Длительность фазы полной тени Земли около 82 минут. Сделали это событие заметным как для астрономов, так и для общества в целом. Для многих культурных и религиозных традиций такое затмение связано с мистическими символами, астрологическими предупреждениями и периоды сутак, ритуальной чистоты перед затмением. В Индии предшествующий сутак период налагал определенные ограничения на бытовые и религиозные действия. Почему это важно? Лунное затмение стало не просто астрономической редкостью, но и поводом для обсуждения от научного объяснения до культурных и религиозных интерпретаций. Оно напоминает, как небесное явление продолжает влиять на мировоззрение людей, и как в эпоху цифровых медиа оно превращается в символы тревоги или надежды. Краткий вывод для зрителей и слушателей подкаста «Нации». Blood Moon – это не просто луна, покрытая земной тенью, это символ, который народное
и религиозной памяти используют для обсуждения времени, перемен, опасностей и надежд. Подкастонация считает такие природные события напоминания, что мы все еще ищем смысл в небе и пытаемся читать в них знаки перемен. От небес переходим к тому, как рождаются и трансформируются политические движения. Разберем британские протесты и антииммиграционные волны. Протесты в Великобритании, недовольство иммиграционной политикой и ее последствия. Что же происходит прямо сейчас? А это началось в июле 2025 года. В разных городах Великобритании продолжаются массовые протесты против иммиграционной политики, которые были спровоцированы случаями размещения мигрантов и условиями приглашения беженцев. В некоторых местах акции вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Критики утверждают, что недовольство усилилось из-за нехватки прозрачности и ощущением несправедливости в отношении к мигрантам и политики их размещения. Конфликты между антииммигрантскими группами и контрдемонстрантами неоднократно приводили к арестам и политическому напряжению. Почему это важно? Эти протесты – яркий пример того, как национальные вопросы миграции, интеграции и государственной политики могут вызывать широкий общественный резонанс, даже когда касаются только местных проблем в кавычках. Кроме того, показательно, как медийные компании и общество реагируют на такие волнения, что влияет на дискуссии о правах человека, безопасности и национальной идентичности. Краткий вывод для зрителей и слушателей подкаста «Нации». Британские протесты – это не просто локальный конфликт, это часть более широкого разговора о том, как разные общества справляются с миграцией, как формируются национальные «мы» и «они», и какое будущее видит для мигрантов. Даже если тема кажется локальной, ее последствия юридические, медийные и политические могут распространяться далеко за рамки одной страны. Теперь возьмем перерыв от конфликтов и погружаемся в бизнес и технологии. Посмотрим, как компании и рынки реагировали на события недели. Главные технологические и экономические истории недели. Что же произошло? Запрет соцсетей в Непале. В начале сентября правительство Непала временно запретило работу популярных социальных сетей, что привело к волне протестов и стало начальным катализатором массовых волнений. Праздничные распродажи, технологические тренды. Онлайн-гигант Amazon и Flipkart объявили свои праздничные распродажи на сентябрь, что уже формирует повестку электронной коммерции. Также обсуждаются новые продукты, такие как Samsung Galaxy S25 FE и изменения на рынке труда, включая крупные увольнения в Oracle. Почему это важно? Запрет соцсетей в Непале не просто внутренняя цензура, это пример того, как вмешательство в цифровую коммуникацию может стать точкой напряжения и вызвать массовые протесты молодежи и поколения Z. Онлайн-рынки и технологические анонсы показывают, как глобальные бренды адаптируются к потребительским ожиданиям в условиях нестабильности и меняющейся цифровой реальности. Эти истории показывают, как технологии и платформы оказываются в центре политических, социальных и экономических дискуссий. Запрет соцсетей может вызвать неожиданные и мощные реакции, а крупные технологические и коммерческие анонсы влиять на потребительские настроения, инвестиционные решения и цифровые ожидания. Для наций думающих важно понимать, цифровые рыночные события часто говорят не только о товарах и сервисах, но и о том, как люди общаются, чего боятся и чего ожидают. И в завершение подытожим неделю и подумаем, какие уроки из нее мы можем вынести. Шестое, довольно-таки интересное событие – это гонки мирового масштаба. Чемпионат мира по велоспорту в Руанде. Что происходило? В 2025 году чемпионат мира по шоссейному велоспорту UCI Road Cycling World Championship проходит в Руанде. Это первый раз, когда соревнования проводятся в Африке. Мероприятие включает сложные гоночные маршруты с высокогорными подъемами и привлекает внимание мирового велоспорта. Некоторые страны прислали ограниченные команды из соображений безопасности или затрат, а захватывающие трассы, высотные маршруты создают экстремальные условия для велогонщиков. Почему это важно? Этот чемпионат – пример спорта как культурного и социального события, выходящего за рамки соревнований. Выбор Руанды как площадки подчеркивает растущую роль Африки в глобальных спортивных событиях и легитимизацию континента как хоста крупных мероприятий. Сложные маршруты, логистика и условия гонок также иллюстрируют, как глобальный спорт сталкивается с вызовами климата, инфраструктуры и безопасности.
Чемпионат в Руанде не просто велогонка, это сигнал о том, как спорт становится ареной глобального взаимодействия, символом вовлеченности регионов, которые раньше не были в центре внимания, и полем для вопросов о справедливости, инфраструктуре и экологических условиях. Велоспорт здесь зеркало больших вопросов: кто может участвовать, кто может принимать и кто выигрывает в новых условиях мира. Какие же сигналы несет неделя? Общий итог. На этой неделе мы увидели, как события в самых разных областях, от транспорта до спорта, от политики до космических наблюдений, формируют дискуссии, влияющие на глобальную аудиторию. Трудовые конфликты, такие как забастовка в Лондоне, показывают, что вопросы справедливости труда и инфраструктуры могут стать общенациональными и медийными. Безопасность граждан и международные инциденты, такие как атака на паломников или политические назначения, напоминают, что даже религиозные или туристические поездки могут стать триггером для геополитических кризисов. Небесные явления, Blood Moon и спорт в велогонке в Руанде – это сильные символы, они напоминают нам о времени, переменах и глобальной вовлеченности регионов, которые раньше не были в центре внимания. Технологические и цифровые истории, запрет соцсетей, распродажи, технологические анонсы указывают на то, что будущие коммуникации рынка и общества снова обсуждаются через призму власти, контроля и инноваций. Для наций думающих важно помнить, локальные события редко остаются локальными. Они становятся сигналами, которые формируют большие истории о справедливости, глобализации, свободе и будущем. Если мы не будем обращать на них внимание, мы можем пропустить те изменения, которые формируют наш мир. Именно поэтому каждый зритель или слушатель, независимо от нации, должен размышлять над тем, что происходит, как это влияет на их жизнь и их будущее. Спасибо, граждане. Подписка, колокол, комментарий. Вступайте в нацию думающих людей и думайте громко, но спорьте аргументами. Вы уже граждане подкаста «Нация».